Задумывались ли вы когда-нибудь, что имбирь, который мы покупаем в обычных магазинах, проделывает долгий путь, прежде чем оказаться на нашем столе? Его обрабатывают специальными веществами, чтобы он не прорастал в торговых залах, и напичкивают химикатами для длительного хранения. В итоге, к моменту покупки он часто теряет свою природную текстуру, становится сухим и лишается большей части своих ценных свойств. А что, если бы я сказал вам, что прямо сейчас на вашем собственном подоконнике может начаться настоящее тропическое чудо? Вырастить внушительный урожай имбиря дома – это не просто реально, это невероятно захватывающе. Представьте, через несколько месяцев вы выкапываете из обычного цветочного горшка целую россыпь сочных ароматных корневищ, источающих такой сильный запах лимона и свежести, что никакие магазинные аналоги не сравнятся. Домашний имбирь – это совершенно иной продукт. У него тончайшая, почти полупрозрачная кожица, которую даже не нужно снимать, и мякоть, которая буквально тает во рту, оставляя после себя благородное послевкусие. Сегодня я открою вам первые шаги этого удивительного процесса, мы пройдем весь путь от выбора подходящего корневища до создания идеальных условий, в которых ваш имбирь будет расти с поразительной скоростью. Все начинается в отделе овощей. Большинство людей допускают одну и ту же ошибку. Они выбирают самый крупный и привлекательный на вид корень. Однако для посадки нам нужно не внешнее великолепие, а жизненная сила. Первым делом внимательно осмотрите корневище на предмет так называемых глазков или точек роста. Они очень напоминают глазки обычного картофеля, небольшие светлые бугорки, иногда с едва уловимым зеленоватым или желтоватым оттенком. Чем больше таких точек на корне, тем выше шансы на успешное прорастание. Второй важный аспект – состояние кожицы. Она должна быть гладкой, слегка блестящей и упругой. Если корень сморщенный, вялый или напоминает старую древесную кору, лучше оставить его на полке. Это свидетельствует о том, что имбирь слишком долго хранился, его жизненная энергия на исходе, и пробудить его будет крайне сложно. Обязательно пощупайте корень. Он должен быть плотным, как хороший крепкий картофель. Если при надавливании ощущается мягкость, это явный признак внутреннего гниения. Такой экземпляр обречен на провал. Часто возникает вопрос, стоит ли искать органический имбирь? Мой ответ – да, если есть такая возможность. Промышленный имбирь нередко обрабатывают веществами, подавляющими рост. Если вы приобрели такой корень, не отчаивайтесь, у нас есть способы его оживить. Однако органический продукт начнет расти гораздо быстрее. Принеся домой идеально подходящий корень, не спешите погружать его в землю. На данный момент он находится в состоянии глубокого покоя. Нам необходимо провести для него своего рода СПА-процедуру, чтобы обмануть природу и создать иллюзию наступления сезона тропических дождей. Налейте в емкость теплую воду температурой около 30-35 градусов Цельсия. В эту воду я настоятельно рекомендую добавить немного марганцовки до получения бледно-розового оттенка. Это поможет продезинфицировать корень от возможных грибковых инфекций. Еще один секретный ингредиент – янтарная кислота. Одна таблетка на литр воды послужит мощнейшим стимулом для пробуждения спящих почек. Погрузите имбирь в этот раствор минимум на 4-5 часов, а лучше на всю ночь. Вы заметите, как уже через несколько часов корень буквально напьется, кожица станет еще более натянутой, а глазки более выпуклыми. Это верный признак того, что метаболизм растения запущен. Если ваш корень слишком большой, его можно разделить на несколько частей. Главное правило – на каждом сегменте должно быть как минимум 2, а лучше 3 активных глазка. Однако будьте внимательны. После разрезания ни в коем случае не сажайте корень сразу. Место среза – это открытая рана. Его необходимо обязательно подсушить на воздухе в течение нескольких часов, чтобы образовалась защитная мозоль. Для надежности присыпьте срез измельченным активированным углем или обычной древесной золой. Это предотвратит загнивание в почве. Пока наш имбирь подсыхает, займемся выбором подходящего дома для него. Распространенная ошибка новичков – покупка глубоких и узких горшков, напоминающих вазы. Помните, корневище имбиря растет не вглубь, а вширь, горизонтально, непосредственно под поверхностью почвы. Поэтому нам нужен широкий неглубокий горшок или даже длинный балконный ящик.
Глубина горшка может составлять всего 20-25 сантиметров, но ширина имеет решающее значение. Чем больше площадь поверхности, тем больше пространства будет для разрастания новых клубней. Обязательно убедитесь в наличии дренажных отверстий. Застой влаги губителен для имбиря. Теперь поговорим о самом главном – о топливе для нашего растения, то есть о почве. Имбирь – настоящий обжора. Ему необходимо обильное питание, но при этом почва должна быть легкой, как пух. Если использовать обычную огородную землю, она быстро слежется и корни просто задохнутся. Идеальный рецепт субстрата выглядит следующим образом. 1 часть хорошего покупного биогумуса или качественного перегноя, 1 часть торфа для обеспечения рыхлости и 1 часть крупнозернистого песка или перлита для улучшения дренажа. В этот питательный коктейль я всегда добавляю горсть древесной золы. Она служит не только антисептиком, но и источником калия, который крайне важен для формирования мощного корневища. Кислотность почвы должна быть нейтральной, pH 6-7. Если почва будет слишком кислой, имбирь начнет болеть и желтеть. Перед посадкой обязательно уложите на дно горшка дренажный слой толщиной 3-5 см. Это может быть керамзит, битый кирпич или даже мелкая галька. Мы должны создать условия, где влага присутствует, но не застаивается у корней. Многие спрашивают, когда лучше всего начинать посадку. Теоретически имбирь можно сажать дома круглый год, но если вы хотите попасть в естественный биоритм растения, делайте это в конце зимы или начале весны. Световой день начинает увеличиваться, что дает мощный толчок для развития зеленой массы. Итак, у нас готов пробужденный корень с подсушенными срезами, выбран правильный широкий горшок и замешан питательный субстрат. Мы стоим на пороге самого ответственного момента – закладки фундамента нашего будущего урожая. В следующей части мы разберем тонкости процесса посадки, на какую глубину следует закладывать корень, почему нельзя засыпать его землей с головой и как создать в обычной квартире эффект настоящих влажных тропиков, от которых ваш имбирь будет в восторге. Но самое главное, я начну раскрывать те самые 20 секретов, которые превращают обычный хилый росток в мощное растение высотой с человека. Вы узнаете, как поливать так, чтобы корень рос, а не гнил, и какую единственную ошибку совершают 90% садоводов в первый месяц роста. Переходим к посадке. Итак, мы переходим к самому ответственному моменту, который определит, получите ли вы через полгода жалкий корешок или настоящий гигантский урожай. Посадка имбиря – это не просто закопал и забыл, это ювелирная работа, требующая понимания физиологии этого тропического гостя. Первый, пожалуй, самый главный секрет посадки – имбирь никогда не сажают вертикально. Если вы воткнете его в землю как луковицу, вы совершите роковую ошибку. Корневище имбиря – это видоизмененный стебель, который ползет по поверхности земли. Поэтому мы укладываем наши подготовленные и подсушенные кусочки строго горизонтально, глазками, то есть почками, вверх. Представьте, что вы укладываете фундамент здания. Он должен лежать плотно и правильно ориентированно. Второй секрет – глубина заделки. Многие новички засыпают имбирь слоем земли в 10-15 сантиметров, а потом удивляются, почему он не всходит 2 месяца. В природе имбирь растет практически на поверхности, прикрытый лишь тонким слоем опавшей листвы. В домашних условиях идеальная глубина 2-3 сантиметра. Почки должны быть едва прикрыты землей. Более того, некоторые профессионалы используют метод открытого плечика, сажают корень так, чтобы верхушки почек были видны, и присыпают их только тогда, когда появятся первые зеленые ростки. Это предотвращает загнивание на старте, когда корень еще не начал активно впитывать влагу. Третий секрет – температура почвы. Имбирь не проснется, если земля холодная. Если ваш горшок стоит на холодном подоконнике, подложите под него кусок пенопласта или деревянную доску. Температура субстрата не должна быть ниже 22-24 градусов, в идеале 25. Это создаст эффект теплых тропиков, и корень тронется в рост уже через 10-14 дней, а не через месяц. Когда вы уложили корень и присыпали его землей, слегка уплотните почву ладонью, чтобы не осталось воздушных пустот вокруг корня. Первый полив должен быть очень аккуратным. Используйте только теплую, отстоявшуюся воду. И здесь кроется четвертый секрет.
Добавьте в воду для первого полива немного фитоспорина. Это биологический фунгицид, который заселит вашу почву полезными бактериями и не даст развиться патогенной флоре, которая так и норовит съесть ваш сладкий крахмалистый корень. Теперь поговорим о микроклимате. Пятый секрет – имбирь обожает солнце, но ненавидит прямые солнечные лучи. В джунглях он растет в нижнем ярусе, под прикрытием высоких деревьев, поэтому идеальное место – восточное или западное окно. Если у вас южная сторона, обязательно притяните горшок легким тюлем или бумагой, иначе нежные листья получат ожоги, пожелтеют и рост остановится. Шестой секрет касается влажности воздуха. Имбирь – влаголюбивое растение, но влага ему нужна не только в корнях, но и на листьях. Как только появятся первые перья, похожие на камыш или бамбук, возьмите за правило опрыскивать их каждое утро, но делайте это мелким распылом, создавая вокруг растения облако тумана. Седьмой секрет профессионалов – никогда не опрыскивайте имбирь на ночь, если в комнате прохладно. Капли воды, оставшиеся в пазухах листьев до утра, могут вызвать гниль стебля. Переходим к режиму полива. Восьмой секрет – имбирь – это индикатор. Как только верхний слой почвы подсохнет на 1 см, пора поливать. Но никогда не доводите до состояния болота, корень должен дышать. Если вы перельете имбирь, листья тут же начнут желтеть по краям. Это первый сигнал о том, что корни начали задыхаться. Девятый секрет – это качество воды. Имбирь крайне чувствителен к хлору и солям жесткости. Если поливать его водой из-под крана, на почве быстро появится белый налет, а кончики листьев станут коричневыми и сухими. Используйте только фильтрованную, а еще лучше талую или дождевую воду. И всегда, запомните, всегда вода должна быть на 2-3 градуса теплее комнатной температуры. Теперь о самом вкусном, о питании. Если вы хотите получить гигантский урожай, без подкормок не обойтись. Но здесь важна стратегия. 10-й секрет. В первые 2 месяца, когда имбирь наращивает зеленую массу, ему нужен азот. Используйте органические настои или слабый раствор комплексного удобрения для декоративно-лиственных растений. Чем мощнее будут пальмы наверху, тем больше энергии они закачают в корень в конце сезона. 11-й секрет. С 3-го месяца мы резко меняем рацион. Имбирю больше не нужен азот в больших количествах, иначе вы получите трехметровые джунгли в комнате, но маленький корень. Мы переходим на калий и фосфор. Именно калий отвечает за размер и плотность корневища. Идеальное средство здесь – обычная древесная зола. Раз в 2 недели подсыпайте по столовой ложке золы под каждый куст или делайте зольный настой. Это не только накормит растения, но и раскислит почву, что имбирь очень ценит. 12-й секрет. Использование янтарной кислоты в середине цикла. Раз в месяц поливайте имбирь раствором янтарной кислоты, 2 грамма на 10 литров воды. Это мощнейший антистрессовый препарат. Он заставит растения работать на пределе своих возможностей, укрепляя иммунитет и стимулируя деление клеток в корневище. 13-й секрет. Мульчирование. Как только ваш имбирь подрос до 20-30 см, покройте поверхность почвы в горшке слоем мульчи. Это может быть кокосовое волокно, мох сфагнум или даже скошенная трава, если вы выращиваете на даче. Мульча сохраняет влагу, не дает образовываться корки на земле и, разлагаясь, дает дополнительное питание. 14-й секрет связан с формированием куста. Если вы видите, что из одной точки роста лезет слишком много мелких слабых побегов, не бойтесь их удалять. Оставляйте 3-4 самых мощных стебля на 1 фрагмент корня. Растение не будет тратить силы на соломенную поросль, а направит все ресурсы в подземную часть. 15-й секрет. Рыхление. Корневищу нужен кислород. После каждого второго полива, когда земля чуть подсохнет, аккуратно рыхлите самый верхний слой, не глубже 1 см, чтобы не повредить нежную кожицу растущего имбиря. Помните, что корень растет вверх, и со временем он может начать выпирать из земли. 16-й секрет. Если корень показался на поверхности, это не страшно. Напротив, в тропиках это знак того, что урожай будет знатным. Но в домашних условиях, чтобы корень не грубел и не пересыхал, его нужно слегка присыпать свежим питательным субстратом. Это называется окучивание имбиря. За сезон такую процедуру можно проводить 2-3 раза. 17-й секрет. Защита от вредителей. В сухом воздухе квартир имбирь любит атаковать паутинный клещ. Если вы заметили на листьях мелкие белые точки или тончайшую паутинку, действуйте немедленно. Клещ может высосать все соки из растения за неделю. Лучшее народное средство – регулярный горячий душ. Температура воды около 40 градусов. Накройте землю пакетом и промойте листья с обеих сторон. Клещ ненавидит влажность и тепло. 18-й секрет. Отсутствие сквозняков.
Имбирь – неженка. Даже кратковременное проветривание зимой, если холодный воздух попадет на листья, может привести к сбросу зелени. Растение решит, что наступила зима и уйдет в спячку. Если это произошло раньше времени, урожая не будет, поэтому берегите его от кондиционеров и открытых форточек. 19 секрет. Световой день. Для максимального роста имбирю нужно 12-14 часов света. Если вы сажаете его в феврале, обязательно используйте досветку фитолампами. Без этого стебли будут вытянутыми, бледными и слабыми, а корень – водянистым и лишенным той самой жгучести. И, наконец, 20 секрет. Терпение. Имбирь растет долго. Период от посадки до полноценного урожая составляет от 8 до 10 месяцев. Многие сдаются на полпути, видя, что растение замерло в росте. Но помните, в это время происходит самое важное. Идет накопление эфирных масел и разрастание клубня вглубь и вширь. Не торопите его. Во второй части мы заложили основу. Мы посадили имбирь, создали ему идеальный дом, наладили питание и защиту. Мы узнали, как кормить его азотом для старта и калием для финиша, как бороться с клещом и почему важно окучивать корни. Теперь ваш имбирь – это мощная зеленая машина, которая перерабатывает солнечный свет, воду и удобрения в драгоценное лекарственное корневище. Впереди нас ждет самая приятная часть – финал. Мы узнаем, как правильно усыпить растения перед сбором, как выкопать гигантские клубни, не повредив их, и как сохранить эту свежесть на всю зиму, чтобы ваш иммунитет был под надежной защитой. Переходим к завершающему этапу. Итак, прошло 8-9, а может быть и все 10 месяцев с того момента, как вы положили первый, невзрачный кусочек корня в землю. Все это время вы наблюдали, как на вашем подоконнике колышутся экзотические зеленые перья, создавая атмосферу настоящих тропиков. Но вот наступает момент истины. Как понять, что пора доставать лопатку и готовить корзины для того самого гигантского урожая, о котором мы говорили в самом начале? Признаки готовности имбиря к сбору урожая невозможно перепутать ни с чем другим. Если раньше вы боролись за каждый зеленый листик, то теперь ваша задача дождаться их увядания. Когда нижние листья начинают желтеть и подсыхать, а стебли постепенно клонятся к земле, не пугайтесь, растение не заболело, оно просто завершило свой жизненный цикл. В этот период происходит самое важное. Вся энергия, все питательные вещества и накопленные эфирные масла перетекают из зеленой массы вниз, в корневище. Корень надувается, становится плотным и максимально жгучим. Здесь кроется первый важный секрет финишного этапа. За 2-3 недели до предполагаемого сбора урожая нужно полностью прекратить полив. Земля в горшке должна просохнуть практически полностью. Зачем это нужно? Во-первых, это дает сигнал растению, что пора окончательно переходить в состояние покоя. Во-вторых, в сухой почве кожица имбиря становится чуть грубее и плотнее, что критически важно для его дальнейшего хранения. Если вы выкопаете корень из мокрой болотистой земли, велик риск, что он начнет подгнивать уже через неделю. Сам процесс сбора – это настоящий ритуал. Это момент, ради которого все затевалось. Я рекомендую не вытягивать растения за стебли, так вы можете оторвать их от корня, а сам урожай останется в земле. Лучше всего аккуратно перевернуть горшок на бок, если он не слишком тяжелый, или расстелить на полу газету или пленку. С помощью садовой вилки или просто руками начинайте аккуратно разминать земляной ком. И вот он момент триумфа. Когда вы увидите, во что превратился тот маленький кусочек, который вы сажали весной, вы испытаете настоящий восторг. Вместо одной клешни в ваших руках окажется целая гроздь мощных, ветвистых, нежно-золотистых корневищ. Домашний имбирь, выращенный с любовью, часто выглядит гораздо эффектнее магазинного. Его отростки напоминают причудливые фигурки, а аромат, который ударит вам в нос, как только вы разломите первый корешок, будет в десятки раз интенсивнее любого покупного аналога. Теперь очень важный этап – очистка и подготовка к хранению. Не нужно сразу бежать к крану и под сильной струей воды отмывать корень до блеска. Сначала просто стряхните основную часть земли руками. Дайте корню полежать пару часов в тени, не на солнце, чтобы остатки почвы подсохли и сами отвалились. Если земля забилась в труднодоступное место между пальцами корня, используйте мягкую щетку. Мыть имбирь стоит только в том случае, если вы планируете съесть его в ближайшие дни. Для долгого хранения лишняя влага – враг номер один. Как же сохранить это богатство? Здесь есть несколько проверенных способов.
Первый для тех, кто хочет наслаждаться вкусом молодого имбиря. У такого корня очень тонкая кожица, которую не нужно чистить. Просто заверните его в бумажное полотенце, затем в пакет Ziploc, выпустив лишний воздух, и положите в овощной отдел холодильника. В таком виде он сохранится свежим и сочным до 3 недель. Второй способ – заморозка. Имбирь – одно из немногих растений, которое почти не теряет своих свойств при низких температурах. Вы можете заморозить его целиком, предварительно вымыв и высушив, а можете натереть на терке и заморозить порционными таблетками в формочках для льда. Это невероятно удобно. Когда вам захочется чая или нужно будет добавить специю в блюдо, вы просто достанете одну порцию. Третий способ – сушка. Если урожай действительно гигантский, нарежьте часть имбиря тонкими, почти прозрачными слайсами и высушите в дегидраторе или в духовке при минимальной температуре с приоткрытой дверцей. После этого их можно смолоть в кофемолке. Поверьте, этот порошок будет пахнуть настоящим имбирем, а не пылью из пакетика, купленного в магазине. Но есть еще один секрет, который превращает выращивание имбиря в бесконечный процесс. Не съедайте все сразу. Выберите самый мощный, самый здоровый и красивый кусок корневища с несколькими живыми почками. Это ваш будущий посадочный материал. Дайте ему отдохнуть в прохладном темном месте, например, в подвале или в том же холодильнике в сухом песке, пару месяцев, а в конце февраля снова доставайте его на свет, пробуждайте и сажайте. Таким образом, вы создадите свою собственную домашнюю линию имбиря, которая с каждым годом будет все лучше адаптироваться к условиям вашей квартиры. Выращивание имбиря дома – это не просто экономия денег или получение экологически чистого продукта. Это своего рода медитация. Это путь, который учит нас терпению, вниманию к деталям и пониманию природы. Когда за окном метет снег или льет осенний дождь, а у вас на столе стоит чашка горячего чая с имбирем, который вы вырастили сами, это дает ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения. Вы прошли весь цикл, вы узнали, как выбрать живой корень, как обмануть его тропическую природу, как кормить его и как защищать. Вы увидели, что 20 секретов – это не просто слова, а рабочая методика, которая позволяет собрать урожай даже в обычной городской квартире. Помните, что огород на подоконнике не требует диплома агронома. Для успеха достаточно лишь вашего стремления и небольшой толики привязанности к зелени. Освоив выращивание имбиря, вы без труда справитесь и с прочими диковинками, такими как куркума, лимонник и даже миниатюрные цитрусовые. Сфера домашнего огородничества поистине необъятна. Уверен, этот успех послужит для вас толчком к новым начинаниям. Рассказывайте о своих достижениях, публикуйте снимки своих корневых чудес и не стесняйтесь пробовать новое. В конце концов, каждая емкость с землей у вас дома – это шанс взрастить нечто поистине восхитительное. На этом наш продолжительный курс по культивации гигантского имбиря подходит к завершению. Желаю вам всегда обильных сборов из самого душистого и целительного чая.